Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня у нас будет мега крутой ролик, потому что мы будем играть жесткой колодой голем с клоном. И кроме этого у нас есть две важные миссии. Во-первых, нужно наконец-то взять королевского чемпиона, просто делаем 6 побед, и он у нас в кармане. И мы еще должны добить пас-рояль, открыть сундучок на 5 звезд и, возможно, разблокируем героиню Валькирию. Ну а колода у нас выглядит следующим образом. Голем, электродракон на эволюции, бочка со скелетиками на эволюции, ведьма, дровосек, ну и самое главное клон. Не зря я недавно клон прокачал на 16 уровень. Ну и перед тем, как мы непосредственно перейдем к онлайн-каточкам, я вам хочу показать один мега крутой повтор, после которого вы все поймете. Вы просто поймете, как действует эта колода. Это просто жесть, которая с одной проходки всех выносит на трешку. Колоду я скопировал у соперника, тоже от нее пострадал. Ну смотрите, пока что поединок не очень хорошо складывается. У соперника Коргик, у него мега бесячая бабушка, которая колдует и колдует кабанчиков. И мне защищаться попросту нечем. Уже приходится просто вот так вот бочку со скелетиками кидать, чтобы эту бабулю наконец-то отправить на пенсию. Ну и, короче говоря, теряем мы вышку. Он сейчас еще будет Коргика своего скидывать. Очень у нас плохие дела. Но, опять же, нам нужна всего лишь одна проходка. И желательно в этой колоде клон не светить. До самого последнего момента просто не светите клон. Пусть для соперника это будет сюрприз. Ну что, у нас есть время на одну атаку. Ставим мы голема 45 секунд. И за 45 секунд мы должны его снести на трешку. У нас другого варианта попросту нету. Желательно прокрутиться, естественно, до 2 эволюций, электродракона, бочки со скелетиками. Ну, кстати, в такие колоды обычно брали эволюцию дровосека, но наш соперник, у которого я скопировал эту деку, взял именно эволюцию бочки со скелетиками. Смотрите, какая у нас сейчас идет жесткая атака. Голем, электродракон, ночнушка, эволюция бочки со скелетиками. И какой мега крутой клон! 10 секунд до конца поединка. Успеем ли мы его снести на трешку? Смотрите, ребята, он пытается защититься, но у него ничего не получается. Вот так вот действует эта колода. Это реально просто какая-то мега имба. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новые герои или гемы, есть очень классное решение. Я хочу вам порекомендовать надежный сервис LD Shop от компании LD Player. Это безопасная платформа для пополнения, где на Clash Royale сейчас действуют скидки до 22%. Для новых пользователей пас-рояль стоит всего 799 рублей. И главное, 0% комиссии. Вы платите только за то, что покупаете. Процесс пополнения максимально прост. Выбирайте сезонный пропуск, заходите через Supercell ID, и все, товар приходит за 5 минут. Сейчас по моей ссылке новые пользователи получают купон на 15%, плюс эксклюзивные 5%. Итого можно экономить до 30%. Кому нужно донатить выгоднее, ссылка в описании, в закрепленном комментарии. LD Shop. Надежно, выгодно и удобно. Удачных каток, братва! Итак, друзья, поехали первую каточку. Поддержите лайком, если... Блин, а что так сразу принцесска стоит? Короче, кому не жалко, поддержите лайком, комментарием, потому что настроение сейчас не очень. Целый день Wi-Fi тупо не работает, приходится на мобильном интернете играть. Ночью произошел такой неприятный инцидент, из-за которого, собственно говоря, Wi-Fi пропал. И плюс просмотры на ютубе просели. Ну, короче, сейчас такое не очень настроение, но надеюсь, что в этом видосе мы его поднимем. Главное нам покорить новую лигу и соперников побольше на трешку выносить. Для начала будем крутиться, естественно, до эволюции. Клон не будем светить по максимуму. Пусть для соперника клон станет сюрпризом. И, кстати, пока что мы без клона и без голема практически ему вышку снесли. Я не знаю, как так повезло. Но колода очень жесткая. Можно, конечно, сюда взять эволюцию на армию скелетиков, но я именно скопировал деку, которая была у соперника. Я решил ничего не экспериментировать, хотя эволюция на армию скелетиков тоже мега имбовая. Сейчас, смотрите, ребята, нам защищаться нечем, разве что клон скинуть. Клон, понятное дело, ничего тут не сделает. Ладно, защита не самая сильная сторона этой деки, это ясно. Так, давайте скинем бочку со скелетиками. Нам самое главное огненную лучницу как можно быстрее убивать стрелами, потому что она может очень сильно нам помешать. Именно вот огненная лучница. Все, сейчас будем ставить голема. Блин, ну накидывает он кучу всякого дерьма. Не дает нам голема поставить. Ладно, вышку ему отдаем.
и чисто ставим голема. Хотя правильно говорить голем, но меня слово голем почему-то всегда раздражает. Я хочу говорить голем. Вот так вот. Надеюсь, он ничего не будет подкидывать по левой стороне. Просто ставим нашу каменную глыбу. Так, рыцаря ты не будешь ставить? Нет, рыцаря он не ставит. Я думаю, рыцаря еще поставит тут. И будет опасный момент. Так, Пека. Пека будет нам на съедение нашему клону. Он пока что про клон не знает. И главное сейчас правильно как-то скинуть стрелы. А ну-ка, давайте попытаемся стрелами всех накрыть. А ну, получится стрелами накрыть всех? Нет, не получилось. Блин, и тут, ребята, вы видите, как немножко вот подлагивает этот мобильный интернет. Стрелы с какой-то задержкой полетели. Реально. Гляньте, с какой задержкой сейчас ставятся карты. Это очень неприятно. Дополнительная для нас сложность. Короче говоря, так, давайте тут, наверное, скинем еще, раз всю эту дрянь клонируем, естественно. И нужны нам срочно стрелы на принцесску, срочные стрелы. Ну, пока они, блин, долетят. Давайте еще армию скелетиков тут скидываем. Электродракон, убей, убей всю эту дрянь. Так, подкидываем еще тут дровосека. Ну, давайте его на трешку нафиг вынесем. Еще раз бочка со скелетиками. Электродракон, тычку. Есть, есть у нас первая победа. Ну все. Ну блин, интернет подлагивает, ребята. Вы видите? Играю чисто на мобильном интернете. Это очень плохо. Привык на Wi-Fi 5 гигагерцовом. Слово, блин, еле выговорил. А тут этот Wi-Fi дряной, который нестабильный. Точнее, мобильный интернет дряной, приходится играть. Ладно, полетели в следующую каточку. Хочу очень апнуть новую лигу. В прошлом видосе не получилось. Играла я там с 3 мушкетерами. Ну все. Возвращаемся к голему. Кстати, про голема с клоном я уже очень давно не играл. И не снимал. Когда последний раз были ролики про голема с клоном? Да вообще, наверное, не то что год назад, а про голема с клоном я, походу, года лет 5 назад снимал последний раз. Я не знаю. Ну, мало кто играет сейчас големом с клоном, конечно. Фаербол. Нервничает пацан. Я не понимаю, что у него за колода. Это какое-то кладбище. Хотя обычно разбойников сейчас берут мортиру. Мортир, кстати, сейчас стало значительно меньше в этом сезоне. Мортиры уже потеряли в популярности. Вот в прошлых сезонах, там, наверное, каждый второй поединок мне попадалась тупо мортира. И мортира, как-то, можно даже сказать, контрила моих големов. Сейчас мортир очень стало мало. Я не знаю, ну давайте ставить. Все, ставим голема. Потому что, ну, цикл карт располагает, ситуация располагает. Эликсира полно. Хотя желательно, конечно, на двойном эликсире ставить его. Поехали. Очень он сейчас классно тут подставляется. Ну-ка, давайте по-быстрому все это убьем. Электродракон имбовый. Мега решает у нас электродракон. Так, может, я не знаю, тут дровосека, наверное, давайте подкинем. Пока что клоны мы ему не показывали, наше главное оружие. Это такая у нас атака, пристрелочка. Героиня Валькирия, конечно же, у меня ее, к сожалению, нету. И вы совсем скоро узнаете, получу ли я героиню Валькирию в этом видосе, или опять будет мега неприятный момент. Так, все. Ну а теперь у нас основная атака. Это была такая пристрелочка, можно сказать. Сейчас у нас пойдет основная атака. Вроде бы зря он закидывает это кладбище. Вроде бы он зря это делает. Хотя, смотрите. У него что-то через зеркало заморозку скинул. Он 2 заморозки подряд скинул, я так понимаю. Что-то такое странное только что было. 2 заморозки подряд. Ладно. Давайте кидаем клон. Блин, ну какой фриз, блин, неприятный, ребята. А ну-ка, Валю убейте нафиг. Есть. Фух, блин, ребята, он такой фаербол неприятный кинул. Я не успел клонировать, и он скидывает фаербол. Ладно, сейчас еще раз все это дело клонируем. Давайте, а ну-ка, клон. Успеваем. Тут мы вроде бы успели, он кидает заморозку. Но, по-моему, он куда-то не туда скинул заморозку. А ну-ка. Есть, вторая победа, блин. Классная колода, реально, ребята, прикольно все играется. Так, полетели в следующую каточку, нам еще надо много побед, нам надо пас-рояль добить. Хочу сегодня все одним дублем записать.
Ну, вы видите, что происходит с мобильным интернетом. Вы видите. Блин, ну это просто отстой какой-то. Просто отстой. Друзья, я просто злой как собака. 3 поражения подряд из-за тупого интернета. Просто ты заходишь в поединок, тебе уже полвышки снесло. Это так бесит, блин. Не вижу смысла вам показывать эту дрянь. Ну, хотел апнуть новую лигу, хотел сегодня пофаниться. Но, блин, с таким интернетом это очень сложно сделать. 4G называется, а по факту хуже GPRS. Вы помните, был раньше Edge, GPRS. Это было в каком-то 2008 году, 2009. Короче говоря, вернулся в ту эпоху, блин, интернет настолько паршивый. У меня просто еще один комментарий выбесил недавно под роликом. Человек сказал, мне кажется, что он накладывает голос. Типа, не онлайн поединки, а типа я комментирую просто свои старые бои и все, и накладываю голос. Нет, у нас именно сейчас онлайн поединки, ребята. Никаких у нас накладываний голоса. Все в режиме онлайн. Раньше я с этим баловался, но сейчас нет. Сейчас я это перерос. Так, давайте закидываем стрелы. Сейчас, возможно, будет минус вышка. Да, это минус вышка. Ну, короче, лет 5 назад, да, действительно, бывали такие ситуации. Мне было сложно одновременно играть и комментировать. Я просто записал свои поединки, потом их комментировал, притворялся, что это онлайн. Были такие иногда ситуации, меня все разоблачали, но это, блин, кринж. Сейчас я реально в режиме онлайн играю, просто не вижу смысла время тратить лишнее. Все равно... Да, раньше можно было заморочиться, там видосы по 50 тысяч набирали, можно было и время потратить, и целый день на ролик. Сейчас смысл, ради 1000 просмотров там заморачиваться, полдня на видос тратить. Так, он ставит клон. Блин, он ставит клон, он голема ставит, я уже заговариваюсь, ребята. Так, ну давайте сейчас защитимся и тоже будем ставить голема. У него очень такая странная вариация, я не понимаю, и шар у него. А что это у него за колода? Вот скажите мне, ребята. Что это у него за колода такая? Шаром. Я просто не понимаю. Голем с дратистом, шаром. Ладно, будем сейчас ставить голема. Поехали. Сейчас просто его размажем в щепки. Смотрите. Сейчас мы все это клонируем. Просто его нафиг размажем. А ну, давайте. Армия склетиков, ребята. Армия склетиков. Главное, правильно тут подкидывать все. Так, неприятно. Он держится. Дровосек нам нужен срочно. Бочка со скелетиками. Нам нужен клон, ребята. Успеем ли мы клон воткнуть? Давайте клон. Ну, есть, короче, вышку ему снесли. Ладно, победа. Ну, блин, ну это такая мелочь. Одна победа. Когда мы 3 боя слили из-за интернета дурацкого. Одна победа, блин. Ну, что это такое? Ладно, поехали дальше. Надеюсь, все быстро загрузится. Так, опять пришлось долго ждать, пока мы зашли в следующую каточку. Но хотя бы вовремя заходим. Потому что я уже говорил, что пару раз у меня заходило в каточку, когда мне уже полбашни снесло. Так, ну, давайте сейчас просто вот так вот пофанимся, смотрите. Я сейчас со психу хочу вот такую какую-то хрень придумать. Давайте вот такое что-нибудь сделаем, пофанимся. Ну, почему бы и нет, давайте. Да что, неплохо, в принципе. 1000 хп ему снесли, он перенервничал. Ну, почему бы и нет, принц его не добежал до вышки. Ладно, я еще хочу снять как-то про гончую с клоном. Вот про гончую с клоном я помню, что снимал, ну, в принципе, года 2-3 назад был у меня видос про гончую с клоном. Вот именно про голема с клоном я уже реально лет 5 не снимал. А гончая с клоном иногда даже жестче, чем эта дека. Там тоже мега все такое прикольное. Так, закидываем бочку со скелетиками, пока что не клонирую. Угу. Ну и сейчас, наверное, будем ставить голема. Гончая с клона, можно даже сказать, какая-то относительно метовая колода, потому что иногда такие соперники попадаются. Там дровосек, но там нету бочки со скелетиками. Там летучка есть.
Там дракончик, по-моему, есть, гончий с клоном. Ну, короче, прикольная дека. Все, поехали в атаку. Сейчас будем соперника наказывать. Голем, ночная ведьма, он до сих пор ничего не выпускает, я не знаю. Я думал, что он там уже сдался. Нет, у него, походу, просто эликсира нет. Так, электродракона подкидываем. Очень долго думал наш соперник. Колода Гигант 2 Принца. Знаменитая дека. Был такой топ-игрок, который с ней тащил. Так, это минус вышка, ребята, отлично. Клон не пришлось тут нам задействовать. А вот, может, вот тут вот нам нужно клон задействовать или нет? Не, я клон не буду пока задействовать. Сейчас еще раз ставлю голема. А чем мне защищаться? Бочкой со скелетиками, либо клоном? Чем мне тут защищаться? Скажите мне. Вы видите, какой цикл карт. Бочка со скелетиками и клон. Выбирай, чем защищаться. Смешно, конечно, ребята. Так, тут армия скелетиков. Тут дровосек. Сейчас все это дело мы клонируем обязательно. Давайте закидываем клон. Ну что, братан, покажи, как ты защитишься. Покажи. А ну, пошла вода горячая, ребята. Ну, 2 ночные ведьмы. Они настолько мощно лупят с руки, ночные ведьмы. Все, это минус вышка. Короче, ночная ведьма тоже, блин, недооцененная. У нее такая мощная тычка с руки. Так, вылетаем в следующую каточку. Блин. Так, хотя бы вовремя или не вовремя мы залетели? Вроде бы вовремя. Ладно, поехали дальше. Можно и вот так вот скидывать клон, но это тупо. Это тупо. Желательно клон на большую толпу скидывать. Так, давайте подкидываем дровосека. Блин, ну настолько веселая фановая колода. Просто получаешь удовольствие. И тут главное думать особо в этой колоде не нужно. Особо не нужно думать, просто накидываешь все подряд. Так, он закидывает таран. Я думаю, что ночная ведьма со своей мощной тычкой справится. Ну, в принципе, ладно, ничего я тут не буду подкидывать. Давайте лучше скинем бочку со скелетиками. Быстро мы крутимся. Так, тут я тоже стрелы не хочу тратить. Все, мы прокрутились до 2 эволюций. Скоро будем ставить голема. Он ставит сборщик. Раз он поставил сборщик, а что, мне стрелы кидать? Ну это тупо. Ставим голема. Поехали. Будем атаковать. Клон у нас в кармане. Все, посмотрим. Вышку пусть забирает. Я не буду реагировать. Он кучу всего закинул. А я бы, наверное, даже вышку отдал одному тарану, а он просто кучу всего закинул. Угу. А вот это ты зря делаешь. Смотри, электродракон справится. Вот зря ты накидываешь такую толпу юнитов. Один электродракон там полностью контролирует ситуацию. Нафига кучу юнитов докидывать? Думал, что электродракон не справится. Так, подкидываем армию скелетиков. Клон у нас готов. Он стрелы потратил. И сейчас, наверное, давайте еще бочку со скелетиками вот такую вот скидываем. И надо нам клон подготовить. Нам нужен срочно эликсир на клон. А ну. Клон. Ну, блин, немножко так не повезло с клоном нам. Но все равно урончик проходит классный, ребята. Урончик классный. Так, сколько у него там остается? Может, добьете его? Скелетик с големитом борются и добивают. Даже такого клона, блин, хватило. Ладно, нормально. Наконец-то хоть что-то у нас сегодня хорошее. Прошли мы пас-рояль, сейчас забираем награды. Так, 17 тысяч золота, отлично. Сейчас еще какую-то карточку прокачаем. Забираем токены. И смотрите, какой облом. 194 из 200. То есть мне не хватает 6 осколков, чтобы получить героиню Валькирию. Да вы что там прикалываетесь? Сундук на 5 звезд, бесполезный. Ну что нам выпадет? Мортира в мусорку. Просто посмотрите, я хочу получить героиню Валькирию. У меня только ее нету. Но у меня 194 осколка из 190 из 200. Как ее получить? Не хватает. Я готов 1000 алмазов отдать за эти 6 осколков. Нельзя докупить. А почему нельзя докупить? Блин, ну такой бред. Мне следующего сезона еще там 2 недели ждать. Даже больше, пока я героиню Валькирию получу. Сейчас заплачу. Ладно, ну давайте хотя бы себя порадуем и прокачаем какую-то карточку. Хотя бы вот так вот сделаем. Мне остается 4 карты прокачать, чтобы аккаунт у нас стал фуловый. И вот
Что из этого качать? Вот реально остался один мусор. Хижина варваров, огненный дух, гоблины копейщики. Ну ладно, маленький принц это не мусор, но у меня нету на него карт. Вот что качать? Хижину варваров, что ли? Блин, ребята, ну давайте дух, все, дух качаем. Ой, а дорого? А что так дорого? Короче, друзья, говорил я, что только будут онлайн-поединки сегодня, но все-таки хочу вам показать один повторчик, потому что только что вне записи сыграл такую мега-крутую каточку и не могу с вами ей не поделиться. Это была просто какая-то жесть. Попался мне серьезный соперник с быстрым шариком, по-моему, колода 2,9 у него стоит. Шарик, шахтер, башня, бомбежка и мушкетер. Но знаменитая метовая дека, с которой до сих пор много серьезных игроков играет. И против этой деки мне всегда было тяжело играть. А тут мне, по сути, воздух особо и нечем контрить. Ну, ночная ведьма, электродракон против шарика, они, в принципе, не сильно вывозят. И плюс, что неприятно, у соперника башня-бомбежка. Вот, наверное, это самое такое неприятное здание против нашей колоды, потому что башня-бомбежка контрит абсолютно весь спам, весь клон. Еще и бомбочка после башни-бомбежки остается и все подрывает. Ну, короче говоря, начало поединка для нас более-менее удачное. Пока что мы держимся, крутимся до эволюции, но сейчас у нас на двойном эликсире начнется просто полная жесть. Это будет что-то гениальное. Ждем очередной шарик от соперника. Я не знаю, я себя немножко взял в руки, поиграл вне записи, и пошли у нас наконец-то победы, и наконец-то интернет немножко наладился. Все немножко налаживается. Итак, смотрите, закидывается он шарик, закидывает снежок. Я уже просто вот такую вот бочку со скелетиками кидаю паническую. Хотел отвлечь мушкетера, но немножко не успел. Ну, короче говоря, ожидаемо теряем мы вышку, потому что, опять же, контрить шарик особо нечем. И до конца поединка остается 1 минута, у нас есть время на одну проходку. И тут я долго думал, на какую сторону идти, на левую либо на правую. Я решил идти на левую сторону, хотя правая более покоцана. Но мне просто нужно перекрыть фланг. Вот иногда, когда вы выбираете, на какую сторону атаковать, просто перекрывайте фланг, потому что пойдете вы сейчас по правой стороне с големом, он вам будет по левой постоянно прокидывать шарики. А так он на главное здание шарик он не осмелится скидывать, поэтому мы просто перекрываем фланг. Итак, он ставит мушкетера свою эволюцию, но он как-то по-глупому эволюцию мушкетера поставил, он не попал по электродракону. Я подкидываю бочку со скелетиками, я сейчас все это дело буду клонировать, и нам нужно срочно его продавить. Он классно защищается, башня-бомбежка его выручает, и тут была такая ситуация, что я вполне мог его не продавить. И шахтера он грамотно скинул, и ледяного голема, и мушкетер наваливает. Буквально у нас уже остается 12 секунд. Последняя атака, нам надо добить 1000 хп, нам срочно нужен клон. Последние миллисекунды, я клонирую все это дело и каким-то чудом ему сношу вышку. Вот, за 5 секунд до конца поединка я чудом его продавил. При том, что он защищался очень круто, я отдаю ему должное. Он едва не выстоял. И тут у нас поединок переходит дополнительное время, но опять же соперник здесь фаворит, потому что сложно будет мне его продавить, а ему шарик довести намного проще. Он закидывает комбинацию шарик плюс шахтер, он уже пошел на главное здание. Я считаю, что это ошибка. Зачем идти на главное здание? Ну 7000 хп ты не снесешь. Я атакую с големом. И смотрите, голем сейчас намного больше нанесет урона, чем его шарик. Я подкидываю бочку со скелетиками, я жду, пока лопнет голем, кидаю на все это дело клон. И смотрите, какой сейчас у нас проходит просто бешеный урон. Опять же, клон его застал врасплох, вы видите, как решает клон. Но он выстоял, 882 хп, комбинация ледяной голем, шахтер, шарик, очень опаснейший момент. Эволюция мушкетера уничтожает все. Плюс снежок, немножко не попал он снежком по электродракону, я хорошие стрелы скинул. Ну, короче говоря, 3000 хп остается, а нам нужно добить 800 хп. Но он пушит жестко, еще один шарик, хорошо, что электродракон выжил, хорошо, что электродракон вернулся, но шарик делает одну тычку. Ладно, нам нужно как-то ставить голема, но это мега рискованно. Он пропускает дровосека. Дровосек делает одну тычку. Ставим голема, ставим ночную ведьму. Но до сих пор живет, он до сих пор борется. Смотрите, какой соперник живучий. Я все это дело клонирую, казалось бы, шансов нет. Он еще одну грамотную башню-бомбежку ставит. Ну все, наконец-то мы его добили. Ну, короче, классный соперник, классный поединок, отдаю должное. Ну что, играем дальше. Что делать? Блин, хотел одним дублем записать видос, но
много тут поражений, не по моей вине. Я не хочу вам все это показывать, поэтому опять делаю 1 000 000 дублей. Ради 1000 просмотров. Но я упертый. Попадается нам такая неприятная колода с шариком. Шарик сейчас делает 2 тычки, походу, да. Ну и дровосек, кстати, неплохо там навалил. И смотрите, скелетики наваливает. Кстати, мы даже в плюсе. Каким-то чудом мы тут даже в плюсе. Смешно. На контратаке его размотали. Так, он подкидывает тут мега-рыцаря. Давайте сразу кидаем стрелы. Если ночная ведьма выживет, то она не выживет. Я хотел впереди поставить бочку со скелетиками, но ночная ведьма не выжила. Ладно. Ну, блин, я хочу так клонировать. Такую огромную толпу я хочу клонировать, чтобы просто его сразу на 3 вынести. Вот это моя мечта. Мне кажется, что я сегодня маленькие толпы клонировал. Хочется просто какую-то мега-толпу клонировать. Так, к сожалению, электродракона нам приходится сливать. Потому что иначе мы бы просто тут вышку потеряли, да. Сливаем электродракона. Ну ладно, мы пока что в плюсе. Так, ну что, защищается соперник. У него мега-рыцарь. Не забываем, что у него мега-рыцарь на эволюции. Но если у нас будет огромная толпа, то мы этого мега-рыцаря просто съедим за секунду и не подавимся. Так, ладно, вышку он пусть забирает. Мы ставим нашего монстра. Каменную глыбу ставим. Все, поехали. У него, кстати, тоже клон. Смотри, блин. Какой смешной соперник. Тоже клон у него, оказывается. Ну ладно, я тебя понял, братан. Сейчас не умеешь ты с клоном играть. Сейчас я тебе покажу, как надо с клоном играть. Сейчас будешь учиться. Вот я тебе сейчас научу. Смотри. Смотри, учись. 1 раз показываю. Просто запоминай, братуха. Просто запоминай. Вот так вот надо с клоном играть. Где твой мега-рыцарь? Он был или это мне приснилось? Где мега-рыцарь делся? За секунду отлетел. Гик-скелет еще у него. Ну все, наконец-то пошел разнос. Вот так вот надо с клоном играть, братан. Вот так вот. А то пукалку какую-то показываешь нам. Вот настоящий клон. Учись у профессионалов. Ну что, друзья, я взял себя в руки, и, короче говоря, нам остается всего лишь 2 победы до королевского чемпиона. И очень классный у нас уже винстрик. Обыграли мы эликсирного голема, обыграли мы быстрый шарик, обыграли Хога, обыграли Мортиру, Хога 2.6, обыграли Спарки. Короче говоря, мега-рыцаря еще какого-то. 7 побед подряд, если я не ошибаюсь. И сейчас нам остается еще сделать 2, и мы наконец-то возьмем королевского чемпиона. Поехали, друзья. Хочется все-таки довести начатое до конца. Я уже поиграл вне записи очень много поединков. Потому что все-таки вне записи в тишине играть намного проще, чем болтать языком. Ну, поехали, поехали. Всего лишь 2 боя выиграть. Надеюсь, все у нас получится, потому что я вот этот ролик уже записываю больше 2 часов, ребята. Реально, больше 2 часов. Подустал немножко так. Но хочется, блин, хочется доделать дело до конца. Так, возможно, сейчас поставим голема. Давайте ставим голема, попробуем, а почему бы и нет. Я постоянно жду там до талого, до двойного эликсира. Сейчас мне что-то хочется голема прям сразу поставить. Заодно прокрутимся до всяких эволюций на бочку со скелетиками. Так, стрелы я пока что приберегу. Я хочу, чтобы он какое-то здание поставил или какой-то спам накинул. А ну, будешь что-то еще накидывать? Ничего он не докидывает, поэтому стрелы кидаем. Так, ну ладно. Кстати, ребята, а почему она выжила от стрелы? Я не пойму, что за бред? Я что, там стрелами не попал или что? Ну это какой-то, блин, смешной момент. Лучница выжила от стрел. Так, у меня стрелы фуловые. В чем проблема? Ну ладно. Тем будет интереснее этот поединок. Главное здание мы активировали. И вышку мы теряем. Ладно, придется камбэчить. Но я просто не понял, как огненная лучница выжила от стрел. Вот. Она как-то отпрыгнула, что ли. Ну да, неприятный момент. Ладно, ладно. Ну сейчас будем камбэчить. Я уверен, что мы откамбэчим. Он прокрутился до эволюции на огненную лучницу, но мы ее накроем стрелами. В этот раз я уже думаю, что стрелами я точно попаду. Не зря же я столько играл тут вне записи, на запись, миллионы дублей, чтобы сейчас, блин, не взять этого чемпиона. Не, ну это будет облом.
Так, поехали. Ставим голема. Все, у нас уже все в руках. Надо просто сожрать за секунду этого мега-рыцаря. Мы уже сегодня мега-рыцаря за секунду сжирали в одном из поединков. И надо просто этот трюк повторить. Ждем его лучницу. Да все, ну тут ты точно не выживешь. Хотела она снова выжить? Нет. До свидания. Ну что, ребята? Ой-ой-ой. А что тут? Еще один мега-рыцарь. Что-то у вас слишком много мега-рыцарей. Ладно, поехали. Клон. Стрелы. Ну все, вышку мы ему снесли все-таки. Но блин, как-то сложно было. 2 мега-рыцаря поставил. Эти огненные лучницы, как-то он быстро крутится. Блин, ну реально такой какой-то соперник неприятный. И вот тут вот тоже что-то, ребята, неприятное такое. А что это было, ребята, что это было, скажите мне? Вы такое видели одновременно? Я выиграл. Что это было? Ребята, что это было? Как они одновременно все снесли? Впервые такое вижу. Блин, что за жесть. Я просто замолчал, я думал, что проиграл. Я выиграл 3-2. Что-то невероятное. Гляньте, 109 место какое-то нам попадается. В решающем поединке нам попадается 109 место. Я не знаю, что он в рейтинговом режиме 109 место занимал. Тогда мы хрен тут выиграем. Нам придется топ-100 мира обыгрывать, чтобы взять королевского чемпиона. Ладно, поехали. Блин, ну я еще от прошлого поединка не отошел. Что это за чудо было? Я был уверен, что это поражение. Ну как-то одновременно снесли вышку. А ну, клонируем. Клонируем все это дело. Ну, это, кстати, электродракон у него, судя по всему. Электрогигант у него, судя по всему, будет. Ой-ой-ой. Блин, ну как мы там выиграли? Это просто какое-то чудо. Даже уже не важно, что будет в этом поединке. Просто я после прошлого кайфую до сих пор. Ладно, поехали. Это электрогигант, как я и ожидал. Я просто на какие-то размены хочу пойти. Его дефать бесполезно. Ну чем я буду его дефать? Армия скелетиков, ночной ведьмой. Чем его дефать? Ну дровосека максимум могу закинуть. Давайте дровосека просто закинем. Дровосек, конечно, не очень тут справится, но хоть что-то попытаемся сделать. Давайте тут, наверное, закинем все-таки вот такой отклончик. Ну, в принципе, дровосек что-то попытался сделать. Хотя бы полвышки удержали мы. Блин, у него торнадо. Это мега неприятная торнадо. Конечно, сложно играть, когда у соперника торнадо, у него варварская бочка, 2 легких заклинания взял в колоду. Фух, конечно, сложно против таких играть, я не знаю. Плюс топ-100 мира вроде бы. Давайте тут ставим голема. Пусть правую сторону забирает. Ну как пусть забирает? Нет, ну не так просто. Поехали. Он хочет перекрыть фланг. Я понял, он хочет просто перекрыть фланг. У него молния, кстати, возможно, там будет. Давайте посмотрим. По-хитрому играет соперник. Да, молния у него есть, блин. Молния у него есть. Сложно против таких играть. А ну, ночная ведьма выживет. Давайте закинем стрелы, а ну-ка. Клон. Ну, ребята, ну, мало тут шансов, мало шансов. Защищаться смысла нету. Подкидываем дровосека. Блин, я не знаю, ну, что так не везет? Ну, что так не везет? Блин. Это контра. Ну, что, торнадо вонючее он взял и все. Это контра. Ладно, друзья, все-таки видео у нас заканчивается хэппи-эндом, потому что все-таки я покорил этого королевского чемпиона. Не сразу, в 2 часа 45 ночи, вы видите, какое сейчас время, 2:45 ночи. И покорил я уже не
с этим големом, с клоном, а просто взял гончую, с гончей это было намного проще. Извините, что шепчу, потому что все спят, но вы видите, сколько у меня было побед подряд с этой гончей, колода просто супер, так что да, можно с големом, с клоном пофаниться, но все-таки апать кубки лучше вот с такой вот гончей. Все, всем пока, всем удачи, пошел я спать.